Всем привет! В этом видео я расскажу вам, что меня удивляет в Литве, несмотря на то, что я живу здесь уже более 2 лет. Уверена, что вы тоже удивитесь, если переехали сюда недавно или живете в другой стране и мало знаете о Литве. Первое. Пенсионеры в Литве, которым начисляется средняя пенсия, получают от государства компенсацию расходов на отопление. Возможно, кто-то скажет, что это не такая уж большая помощь, но я с этим не согласна. По-моему, это хорошее решение. Второе. На кассе в литовских магазинах можно купить и сим-карту для мобильного телефона, и лицензию на рыбную ловлю, и пополнить баланс на мобильном телефоне, и бог знает что еще. Все легко и просто. Как же это удобно. А еще экономит время. Третье. Работники литовских поликлиник напоминают пациентам о визите к врачу с помощью СМС-сообщения или по электронной почте. Это здорово! Ты можешь быть уверен, что не пропустишь свой визит к врачу, а это особенно ценно, если ты ждал этого посещения несколько недель. Четвертое. В Литве всегда есть туалетная бумага и жидкое мыло в туалетах поликлиник и других общественных местах. Кто-то скажет, что это мелочь и на этом не стоит заострять внимание, но я так не считаю, потому что это сделано для комфорта людей. Пятое. Не раз я видела, как люди в Вильнюсе берут покрывало и устраивают пикники прямо во дворе многоэтажного дома или где-то недалеко от проезжей части. В общем, не только в парке или в лесу. В Беларуси так никто не делает. Для нас это выглядит очень странно. Что скажут люди? А если соседи увидят, то вообще будут насмехаться. В парке, да, возможно, но не во дворе дома. В Литве же не нужно ехать за город, чтобы устроить пикник на природе. Это очень удобно. Шестое. Еще я заметила, что многие люди в Литве, не все, конечно, но многие, убирают экскременты за своими собаками на улице в пакет. Если честно, в Беларуси я такое видела только однажды, причем, как ни удивительно, делала это бабушка. Чистые улицы – это замечательно. Седьмое. В Вильнюсе заросли, леса в самом центре города, а не только на его окраине. Думаю, в других городах то же самое. Практически в центре города в таком лесу можно увидеть оленя и других более мелких диких животных. В Беларуси, конечно, тоже бывает, что по городу бегают заблудившиеся лоси, но это только на окраине города и вызывает печаль, потому что животное реально сбилось с пути и ему нужна помощь. Восьмое. При костелах в Литве существуют детские сады, в которых воспитательницами работают монахини. Литва очень религиозная страна, поэтому здесь это никого не удивляет. Девятое. Костелы в Литве могут отмечать религиозные праздники, устраивать молебны, а после этого показывать праздничные концерты. Далее для всех присутствующих и желающих может быть угощение, бесплатная еда. Православные так не делают, а жаль, это замечательная традиция. Десятое. Многие жители Литвы владеют английским языком на очень хорошем уровне. У них отличное произношение. Исходя из этого можно сделать вывод, что образование здесь тоже хорошее. К сожалению, когда я училась в школе, учителя иностранного языка менялись у нас чуть ли не каждые 2 месяца, причем работали ими в основном студенты Иньяза, Института иностранных языков. Сами понимаете, какой уровень владения иностранным языком был тогда у школьников. Слава богу, ситуация изменилась, сейчас все намного лучше, но я не могу сказать насколько, потому что до сих пор не так много людей в Беларуси могут свободно говорить на иностранном языке. В основном это те люди, которые часто путешествуют или работают в международных компаниях, а значит имеют стимул сами заниматься изучением иностранных языков. 11. Уверена, что все вы уже знаете, что в Литве очень много велосипедистов, а на рынке Горюнай огромный выбор велосипедов для разных возрастов.
А еще здесь очень популярны велосипеды с велокреслами и даже большими корзинами или прицепами для маленьких детей. То есть родители могут активно проводить время со своими детьми, не думая, где их оставить. Также я не раз видела, как папа или мама выходят на пробежку по стадиону с детской коляской. Это так мило. 12. В Литве к скидочной карте магазина можно присоединять ребенка и получать скидки. 20% на канцелярию, 25% на одежду, 25% на обувь, 20% на памперсы и 30% на некоторые стиральные порошки. Также есть клуб для животных, где тоже можно получать скидки. Еще есть клуб «Сад и огород», тоже со скидками. 13. Детям в Литве ежемесячно выплачивается 20 евро для посещения занятий в различных кружках. Называется это корзиной неформального образования. Когда-то давно, во времена СССР, все кружки были бесплатными, но сейчас за все нужно платить. В Литве же существует вот такой замечательный бонус, и это здорово. 14. В Беларуси, откуда я родом, все женщины, находящиеся в декретном отпуске, получают одинаковые выплаты на ребенка до 3 лет. В Литве же размер этих выплат зависит от зарплаты, которую женщина получала последние 2 года. Для того, чтобы получать эти выплаты, женщина должна была работать и платить налоги в Литве минимум год. По закону на 2022 год у родителей ребенка есть выбор: получать декретные 1 год в размере полной зарплаты или 2 года при выплате 2/3 зарплаты в первый год и чуть больше 1/3 во второй год. Согласно новому закону, отец ребенка тоже должен уходить в отпуск по уходу за ребенком на 2 месяца. Работать в эти 2 месяца ему нельзя, но вот мать ребенка может работать практически все время, не теряя пособия. Мне кажется, это замечательно. 15. На праздники в Литве нужно вывешивать национальный флаг. В частном секторе обязательно самим вешать флаги на дома, а в многоквартирных домах на фасаде флаг вывешивает администратор здания. По желанию можно вывешивать флаги на балконах, это уже личное дело каждого. Флаг нужно вывешивать в 7 часов утра, а убирать в 22 часа. Он должен быть чистым, не выцвевшим, а цвета расположены горизонтально. Сверху желтый, в центре зеленый, внизу красный. Все очень строго. За нарушение правил вывешивания флагов физическим и юридическим лицам грозят штрафы от 10 до 16 евро. За повторное нарушение штрафы в размере 12-16 евро или 16-30 евро. Не знаю, хорошо это или плохо, но есть как есть. Думаю, для литовцев это не составляет большой проблемы, ведь многие из них настоящие патриоты своей родины. Некоторые люди вообще никогда не убирают с балконов национальные флаги. Дорогие зрители моего канала, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вас удивляет в Литве. Спасибо за просмотр, до встречи в следующих видео.